Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь. Ух ты, перевернута карта. Но я не думаю, что это для вас она перевернулась. Я надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и какой-то инсайт вы получите. Но если уж перевернута карта каким-то образом, о чем она говорит? У нее восьмерка мечей, только один смысл. Не мешайте себе. Не время каким-то, знаете, как глубокомысленным рассуждениям, воспоминаниям, каким-то там, знаете, философским изысканиям на глубине своего сознания и от тех же самых воспоминаний. Это все будет мешать. Значит, идем вперед просто-напросто. И никакой философии. Не время, наверное, знаете, вообще философствовать, в принципе, правильно. Все стоит у причала этой недели. Конкретика, материализм, все, точка. И это какой-то прогресс. По рыцарю Пентакли, может быть, внезапно вы получите деньги, или раньше как-то они придут. Или, если есть какая-то сложная ситуация, нас кто-то выручит деньгами, есть определенно человек в вашем окружении, который может это сделать. Или еще какие-то бонусы. По этой карте вы можете куда-то отправиться, как незапланированная поездка. Или к вам кто-то приехать. Такое тоже может быть. Но все равно тут больше все с каким-то подсмыслом конкретики или материализма, денег. Итак, первая карта и первый вопрос, мои дорогие весы. Что важно знать? Что будет, может быть, на неделе в приоритете для вашего знака? Чего не избежать? Или неожиданности, с которыми мы можем столкнуться? Чему сейчас не время или что помешать может? А что будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?». На что, может быть, нам нужно обратить внимание. Ну, а может быть, от нас скрывают. Достанем карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, деньги. И давайте посмотрим личная жизнь. В целом, энергетика. А также мы достанем карту совет и подытожим наш расклад. Что-то же нам карты подскажут, правда? Итак, карта совет для весов на неделю. Что важно знать? Может быть, это личная жизнь или вопросы на оси отношения и финансы. Может быть, это финансовые вопросы, касаемые вашей семьи, вашей пары или даже родственников где-то. Может быть, это финансовые вопросы, связанные с работой. Где что получу, когда, что мне обещают. У нас рыцарь Пентакли переворачивался как раз, и нам и сказали, что мы можем как-то успешно вопросы многие финансовые решить. Будут, видимо, возможности. И неважно, какая ситуация, в какой сложности или степени сложности, напряженности у вас на данный момент, но ее изменить определенно тема какая-то для вас полезная будет. Или, может быть, просто часто по карте король кубков идут наш супруг или супруга, дела, вопросы семьи, что-то вы будете планировать, может быть, личная жизнь сама по себе для вас будет в приоритете на эту неделю. Но карта нам говорит сразу: переключайся. Вот как этот король кубков, он умеет эмоции употребить там, где они нужны. Там, что, или те вопросы, которые касаются любви, нежности, ласки наших близких, кому мы дарим любовь, кто нам также отвечает взаимностью. И те вопросы, когда больше нужно рационализма, логики, интеллекта проявить и, наоборот, исключить эти самые эмоции. Вот переключаться с одного где-то на другое в целом, может быть, придется на неделе, чтобы как будто эмоции не мешали при решении каких-то важных вопросов. Что же в неожиданностях? У кого-то вопросы, связанные с детьми, правда, или новые начинания, или какая-то тема существует, или это как новость может прийти, информация, когда захочется: дай-ка я попробую себя либо в новом деле, либо внесу какие-то, элементы новизны в мой рабочий процесс, такой может быть, или
Ну, тут ведь банально, у каждого по-разному. К примеру, если вы составляете какие-то отчеты или, ну, какие-то документы делаете, может на этой неделе прийти новая форма, а вы уже по старой что-то приготовили, и вам придется где-то перестроиться и переделать. Вот такое тоже запросто может проиграться. В той или иной степени есть элемент новизны, с чем нам придется где-то считаться. Ну или есть еще такой момент по этой карте. Это не совсем неожиданность, которая такая глобальная, что-то для нас меняет. Может быть, как раз это какой-то прогресс, который начинается с какого-то, как новости, известия. И если мы уделим этому внимание, вполне вероятно, если по работе это какая-то будет наша деятельность на длительный период, которая для нас будет означать рост нашего жалования, доходов, как будто по нарастающей тоже. Всегда пентаклевые карты, как паж пентаклей, рыцарь пентаклей, есть какой-то прогресс по финансам. И есть определенная выгода, есть интерес сам по себе. По пажу пентаклей как раз тот интерес, когда нам хочется этим заниматься. Но, стало быть, какая-то тема будет. Или, опять же, это у кого-то дети, а у кого-то вот все то, что я перечислила. Для кого-то из вас, мои дорогие весы, тут ведь может касаться вопросы, ну, так отчасти перемещения, когда вам захочется переехать, допустим, либо поменять, в принципе, свое жилье, либо вообще переехать в другую страну. Потому что хочется как будто начать все заново. Вот есть такой момент. У кого-то это будет как неожиданное решение. И вы будете тогда что-то просчитывать и искать информацию. Потому что это как инсайт. Мне хочется это осуществить. И теперь мне нужно просчитать, какие же у меня есть возможности и что еще необходимо. Может проиграться и так. Одним словом, по-разному. Чему сейчас не время? Нет ничего, чему сейчас бы не было времени. Но если мы говорим, вот та карта нам переворачивалась, если вы помните, рыцарь Пентаклей, но она у нас здесь выпадает в позиции, чему сейчас не время или что-то, что может помешать. Мы сказали, что деньги как будто это у нас в другом подсмысле или смысле переворачивалась карта. Но если у нас рядом лежит паж Пентаклей, чему сейчас не время, может быть не время отправляться в путешествие или не время приступать, вот знаете, как инсайт я сказала, да, или элемент новизны, или тема какая-то вас заинтересовала. Но я не могу сказать, что мы все бросили, то, что до этого мы делали, начинали, и тут же мигом переключились на что-то новое. Или оставили какую-то работу и поехали куда-то срочно, как будто, ну вот не время скоропалительности какой-то, или быстрым каким-то переменам, вот это точно. И просчитать-то нам определенно что-то стоит. Но в принципе нет того, чтобы вам помешало. Вот планировать прекрасно, но, наверное, неспешно. А может быть, вот как король кубков, он присел отдохнуть. Вообще карта сама по себе короля кубков – она тоже предполагает определенный ритм, такой спокойный. Нет какого-то галопа. Поэтому ускоряться, все же рыцарь, это он скачет на коне, да, движение какое-то. Ну вот, наверное, лишних движений в эту неделю не стоит делать. Себя торопить не стоит. Или поторапливать, может быть, кого-то с решением. Тоже не стоит. Что же будет помогать? Может быть, есть в вашем окружении, или, может быть, это ваш партнер, друг, может быть, руководитель, правда, руководитель проекта, или ваш, ну, если вы занимаетесь творчеством, тот человек, который как спонсор, меценат, или тот, который поддерживает ваши идеи, кому интересно, в принципе, ваше творчество. Потому что по королю Пентаклей и меценаты проходят, и спонсоры проходят, и, правда, деньги вы можете получить, или кто-то нас выручить может запросто, и нам это поможет. Вообще, король Пентаклей надеется сам на себя. Это люди, которые сделали себя сами. Если мы в целом берем эту энергетику, мы никуда не спешим, это раз. Сохраняем свои позиции, это два. Что-то просчитываем по финансам, к нам как будто это все помогает. И планируем что-то, именно планируем, расставляем все по местам. Может быть, пишем какой-то тезис-план и от чего-то наносного, маловажного, незначительного отказываемся. Здесь что-то важное должны как и сохранить, так и, может быть, принять
какое-то важное решение по той или иной проблеме, ситуации. С чем-то вы должны определиться на долгий период времени, и вам это помогает. Что скрыто? Карта силы. Вот какие-то сомнения, наверное, недаром восьмерка мечей у нас переворачивалась. В самом начале мы сказали: не мешайте себе. Почему-то, мои дорогие весы, вы в себе можете сомневаться, а у вас сейчас очень сильная позиция. Это вы себя где-то можете недооценивать, понимаете? Иногда так бывает, мы думаем, что кто-то более удачлив, чем мы. Или если сейчас, допустим, проблемы с деньгами, я не смогу заработать денег. Вот кто-то, да, он сможет, а вот у меня никогда не получалось, ну, значит, и вперед тоже не получится. Знаете, ну, где-то, понятно, самокопание или какая-то глубокая философия, но категорически вам на этой неделе, а может и вообще по жизни, наперед. У вас ведь тоже своеобразный период трансформации. И 24-й год, и где-то 25-й. Вы словно измениться за год-два должны кардинально. И какой-то свой проект. Мы все приходим на планету Земля, рождаемся для того, чтобы что-то сделать свое очень хорошо, для того, чтобы быть счастливыми. Может быть, какой-то свои таланты как раскрыть, или творчество, или, знаете, когда мы живем и воплощаем какие-то наши идеи в жизнь, в реальность, потому что любая идея – это сначала мысль. Назовите мечтой, другой назовет это целью. Ну, кто мечтой, тот пока сформирует из мечты цель, пройдет время. Кто умеет быстро, ну так, консолидировать это в цели, в намерение, проходит этот этап быстрее. Ваша задача в себе не сомневаться. Не только на эту неделю, но, наверное, на пару лет. Это точно. Сильная позиция. И, кстати, почему нам, наверное, показывает карта Король Пентаклей? Он надеется сам на себя. Когда мы надеемся сами на себя, ну, какие бы тут новости к нам не приходили, хоть камни с неба, нас очень сложно выбить из колеи. Потому что, когда все надежды как бы на себя любимого, всегда ты держишь руку на пульсе и понимаешь, что вот то, что есть сейчас вокруг, оно через мгновение может измениться. И ты где-то внутренне готов к тому, что ну и я буду меняться тоже. Ну вот как-то так. Дела, работа, бизнес. Деньги будут. Вот про деньги от самого начала нам говорят. У кого-то из вас может удачно, допустим, сделка по жилью, по недвижимости, по переезду, по бизнесу. Какой-то прогресс в принципе про деньги. Да, нам говорят, может быть, как возможность заработать деньги или какую-то сделку какую-то, может быть, осуществить. Но не должно быть места риску, обратите внимание. Не должно быть, ну, даже в минимуме такого состояния, неважно, чего касается, когда вы себя подвергнете риску. Здесь действительно нужно сохранять свои позиции и абсолютно в себе не сомневаться. Деньги, я бы сказала, тоже сохранять. Обратите внимание, нам крысы показаны, нарисованы, и у каждого из нас свое отношение к этим животным, но тем не менее мышь, крыса – это где-то символ, ну, может быть, такого сохранения, может быть, даже где-то с элементом чересчур, но все же, когда нет тиражирования, когда мы умеем считать, когда мы рачительные хозяева, и вот по этой карте – определенно финансам следует уделить внимание и что-то сохранить. Это тоже. Или решить те вопросы, которые на этой неделе... Ну, посмотрите, у вас 4 пентаклевые карты. Король кубков в начале, который как раз удачлив в материальных вопросах. И ваша карта силы. Финансы. Усталость будет. Вы можете подводить какие-то итоги. 2 десятки – это всегда как заключительный аккорд. Может быть, у кого-то была многозадачность, когда не на одной работе, а на 2 приходилось работать, и я уже выдохся буквально. Но явно на этой неделе вы получаете этот результат. По десятке жезлов нам, в принципе, говорит карта, хоть и на финансы, хоть и, в принципе, на любую позицию выпадает. Удели внимание самому себе. Или есть вопросы более важные, и поэтому нужно оставить время для решения каких-то злободневных, важных проблем. А вот то, что может сделать кто-то другой, делегировать свои обязанности или рутинной работой не заниматься. Что-то важное стоит на повестке недели. И с другой-то стороны, нам как будто хватит
энергии, физических сил, эмоциональных тоже. Выдержать это напряжение, но вопрос целесообразности. Может быть, нам карта десятка пентаклей говорит, ты получаешь этот результат, но сбалансировать режим труда и отдыха для тебя придется. Или сделать выбор какой-то по работе, по зарабатыванию денег. Давайте мы посмотрим, что у нас на личную жизнь. Вот рыцарь мечей не совсем тут нам про любовь, хотя у кого-то, мы говорили, правда, если отношения в паре, ну, уже, по сути, де-факто вы не живете вместе, и может быть такое, что вы хотите окончательно оформить де юре, ну, ваше расставание. Может быть. По этой карте к нам может прийти человек, который будет доказывать какую-то свою правоту. Пусть не в этой колоде, но есть такое значение бунтарь без причины. Люди, которые имеют какую-то свою идею, и вот они с этой идеей как с флагом носятся. И всем что-то доказывают, склоняют, чтобы люди приняли их тоже мнение. И выдают они его за истину в последней инстанции. А карта нам говорит, держись позиции стороннего наблюдателя, во что-то не ввязывайся. Как будто потратишь время, силы, а кто знает, может быть и деньги, никому ничего не докажешь, и сам как будто обесточенный останешься. Но по этой карте может проигрываться со знаком плюс, когда, может быть, это по личной жизни, может быть, решение каких-то документальных, бумажных вопросов, еще чего-то, когда мы сами хотим знать правду, и мы как будто ее узнаем. Или обратиться к специалисту, если, например, правда, это необходимо, к тому же юристу, или к тому человеку, знающему, если вопрос касается, допустим, вам нужно знать, как правильно сделать по закону, как себя обезопасить, как где-то себя не подвергнуть риску. Вот надо вот с чем-то не просчитаться, я бы сказала. У кого-то это общая история вашей семьи, может быть. У кого-то это личная история, которой тоже вам захочется больше ясности. Но для тех, кто один или одна, я не могу сказать на этой неделе про любовь и новое знакомство, хотя я никогда этого не отрицаю. В принципе, не совсем про любовь идет расклад. Но, видимо, может быть, какие-то прежние отношения. Или вам где-то будет больше, ну, не совсем до любви, потому что какие-то насущные вопросы, проблемы стоят на повестке недели. И более того, у вас сейчас сильная позиция, чтобы как раз усилия в этом направлении, что-то для себя сделать хорошее, наверняка, надежно, на года, я бы сказала так, а начало вот на этой неделе. Ну и если нужна эта правда, значит вы ее найдете. Давайте совет. Правда, вот все то, что я сейчас начала говорить, карта Король мечей раскрывает и говорит, если есть вопросы в суде, определенно адвокат вам может помочь. Или какой-то свой вопрос вы тоже должны разузнать, как закон в том или ином варианте будет в отношении вас работать. Для кого-то из вас, может быть, разобраться. Вообще проходят узкие специалисты по королю мечей. Это и врачи проходят, у кого-то это может выразиться как пройду обследование, чтобы знать, опять же, наверняка о своем здоровье, о самом себе любимом. Для кого-то из вас вопросы дома, жилища, может быть, как ремонт, или вот люди, работающие с металлом, что-то вы себе запланировали сделать, переделать, вы сами не профиль, а вам надо человека, который знает, как и сделать, как и согласовать, он именно в этой области профессионал. Вот к профессионалам нам вообще в принципе говорят, обращайся, если ты чувствуешь, что ты сам, ну, ты не знаешь, как это разрулить или осуществить. По этой карте в целом, это ваша карта, весы мои дорогие, энергетика как раз больше интеллекта, больше каких-то слаженных решений, больше рационализма и хладнокровия. И, видимо, тут не просто мы можем для себя сделать, вот как да, на злобу дня я говорила, вопросы, касаемые финансов, например, или вашего дома, жилища. Здесь мы можем сделать для себя что-то значимое по части построения карьеры, достижений. Да, пусть нам про любовь ничего не сказали, но король мечей, он как раз наиболее удачлив. Дела, работа, бизнес, деньги. Вот такова энергетика в целом на эту неделю и ваша сильная позиция. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.